Здравствуйте! В этом видео две важные подкормки, завершающие подкормки для томатов перед высадкой в грунт. Чем полить и чем обработать по листве, чтобы рассада томатов быстренько прижилась, пошла активно в рост и заплодоносила. Смотрите, это томаты штамбовые. Прекрасно выглядят, мне нравится. Примерно так же выглядят гномы. Это томаты детерминантные. Супербомба, большое ведро. Супербомба, обожаю, томат вкуснейший. А это томаты индеты. Козуля, минусинские, коллекционные сорта. Но смотрите, они у меня все одинакового размера. Что детерминантные, что коллекционные, не вытянутые. Потому что детерминантные, к примеру, супербомба вырастает до 1,20 м, до 1,60 м. У меня даже штамповые чуть повыше. Итак, давайте с вами приступим к подкормкам. Первая натуральная, органическая, даже бесплатная будет подкормка, которую можно применять перед высадкой в грунт. Поможет укрепить корневую систему и снизит, конечно, стресс. Наладит процессы, и корневая будет у нас еще больше увеличиваться. Нам понадобится один банан. Банан у меня уже подпортился. Такой, конечно, есть никто не будет. Бананчик, это у нас огромное количество и калия, и других элементов, а также содержится кремний. Кремний как раз и поможет растениям пережить стрессовые ситуации. Обратите внимание, я нарезаю вместе с кожурой сам банан. Нам именно так и нужно. Но мы не мнем, потому что сейчас, в данный момент, когда уже перед пересадкой, никакие ошметки, кожуру мы подкладывать в грунт не будем. Это не успеет у нас перегнить, перепреть, чтобы пошло активно все в корневую. Будем делать настой. Самое главное, чтобы не было лишних ошметков. Добавляем 1 столовую ложку сухого чеснока. Прекрасный стимулятор, также содержит еще и фосфор и другие элементы, которые помогают завязям не опадать. И если у вас уже есть первая завязь, обязательно применяйте чеснок. Можно как по листу, так и под корень. По листу чеснок применяется. Записывайте рецепт: 1 грамм на 1 литр воды, и опрыскивается по листу. Можно дополнительно добавлять прилипатель. Это молоко. 2 столовые ложки. Сейчас же мы добавляем 1 столовую ложку и 1 банан. Для того, чтобы добавить нам в грунт полезные элементы, еще добавим куркуму. Куркума очень полезная, именно она влияет не только на корневую систему, но и на здоровье растения в целом. Растение не болеет, имеет крепчайший иммунитет, а также поможет растению избавиться от многих вредителей, если вдруг атакуют. Берем 1 чайную ложку. Куркуму нельзя добавлять 1 столовую ложку наравне с чесноком. Это более мощное средство. И теперь я делаю температуру примерно около 40-50 градусов и оставляем на одни сутки. Добавляю плюс горячей воды, у меня получается тепленькая вода. Примерно 50-60 градусов. Закрываем это крышечкой, ставим на где-нибудь сутки, можно на 8-10 часов. К примеру, с утра сделали такой настой, а к вечеру полили. Перемешиваем, стараемся не разминать банан, потому что вот это склизкое от банана нам в данный момент не нужно. Сейчас никакую органику именно в таком виде, когда многие подсушили банановую кожуру и положили в грунт. Сейчас это лишнее. Вот пораньше можно было. Либо уже оставьте на открытый грунт. Вот что у нас получилось. Когда у нас водичка вся пропитается, у нас получится мощнейшее средство. Я пока поставлю настаиваться и расскажу вам, чем можно чередовать с данной подкормкой. Как применять эту подкормку, обязательно дождитесь. Сначала мы будем давать одну подкормку, потом чередуем с другой. У нас примерно 2 недели до высадки в теплицу. То есть 2 подкормки легко можно дать. Берем 1 литр воды, добавляем 0,2 грамма янтарной кислоты. У меня в порошке, можно применять в таблеточках. 200 мг таблетки, есть 100 мг, есть даже 500. Я беру стандартную обычную дозировку, потому что растения еще маловаты.
Далее добавляем аминоцимус. Здесь и азот, фосфор и калий. Гуминовые кислоты, биогумус – это натуральное органическое удобрение. Давайте уже оставим все слова про химозу, это к химии не относится. Есть органика, которая поступает в растение быстро, это как раз аминоцимус, это быстрое удобрение. Применяется 1 мл на 1 литр воды. Вот меня просили показать поближе баночку, у многих еще нет такой баночки. Вот смотрите, делайте стоп-кадр и обязательно читайте. Сейчас я вам покажу, вот какой здесь состав. Здесь азот, фосфор и калий, другие элементы, как правильно применяется, из чего состоит. Это универсальные 4 силы. Применяется абсолютно для всех растений. Можно применять как по листу, применяется 10 мл на 1 литр воды, либо поливается под корень. У меня будет аминоцимус применяться в виде эликсиров. Я буду заливать в бочки, дополняя его другими средствами. Кстати, аминоцимус один из немногих, кто работает и с минеральными удобрениями, тоже быстро. То есть мы с вами делаем эликсиры. И поливается с аминоцимусом тоже понемногу, не заливайте. С подкормками так не работает, то есть залить так, чтобы там все загнило. Нет, мы так не делаем. Все поливаем понемногу. Аминоцимус применяется один раз в 14 дней. И у нас как раз получается плюсом еще будет одна подкормка, органическая, натуральная, из банана, плюс банановая кожура, чеснок и куркума. У меня все настоялось. Сейчас будем сливать. Смотрите, у нас тут и чеснок разбух. Вот как он выглядит. Вместо сухого чеснока смело берите свежий чеснок. 3-4 дольки чеснока на этот литр настоя. У нас получилось очень концентрированное, хорошее удобрение. Я буду применять абсолютно для всех растений. Сейчас пролью. Смотрите, берем 5 столовых ложечек на 1 литр воды. Обязательно процеживаем через ситечко, чтобы вот у нас сейчас ничего не попадало в грунт. Лишнее нам не нужно. Только настои в идеале работают на рассаде. Доводим все до 1 литра обычной отстойной водой. Вода всегда у меня отстаивается в бутылках, потому что из-под крана я не применяю. Томаты от этой воды хлорированной страдают. И идет именно пожелтение листиков. Поэтому я всегда отстаиваю воду. И теперь таким настоем поливаем один раз в 14 дней. В итоге у нас получается всего 2 подкормки за 14 дней. Первая подкормка, допустим, сегодня, у нас 18 апреля, через 7 дней у нас будет с вами аминоцимус. И в дальнейшем мы уже высаживаем в открытый грунт. Чем обработать перед посадкой? Это важный тоже момент по листу. Если вообще ничем не обрабатывать, не снижать стресс, то растение может подвянуть, подзаболеть, подчахнуть. Поэтому опрыскиваем за 3-4 дня до, когда мы будем увозить с вами рассаду на дачу, с эпином, с цирконом, можно с тауфоном, с таурином, с янтарной кислотой, то есть именно с антистрессовыми средствами, которые прекрасно помогают снизить стресс, и растение будет быстрее приживаться. Обязательно в день посадки тоже нужно будет обработать от стресса. Можно ли использовать все те же самые подкормки, которые мы использовали с вами сейчас в открытом грунте либо в теплице? Конечно, можно, но там уже смотрите на состояние ваших растений, что им нужно в данный момент, потому что рассада, когда приживается, она может и синеть, она может и желтеть, верхушка может даже иногда сгореть, если вы выращиваете под пленкой. То есть некоторые нюансы. Органику, как и дома, применяем точно так же настоями. Органику и в домашних условиях поливаем понемногу. Но, например, в открытом грунте там, конечно, можно подлить от души.
Вот так вот я поливаю органическими удобрениями понемногу. В дальнейшем обязательно просушиваю грунт. Без этого никуда. Вот так вот выглядит рассада после посадок. Это все коллекционные сорта. В горшках у меня и домашние сорта, которые просто потом будут стоять на улице. Есть еще для высадки в грунт и теплицы. У меня и детерминантные, которые пойдут на улицу. И коллекционные тоже некоторые сорта пойдут на улицу. Ну а на сегодня это все. Задавайте ваши вопросы, пишите в комментариях. Всем спасибо и до новых встреч!